Привет. Хочу сказать вам огромное спасибо, во-первых, за поддержку, пока я лежал и вскипал, во-вторых, за буст видосов тренды. Нам удалось подвинуть Леди Диану и Мир танков. Уверен, им очень грустно. Все настолько круто, что со мной сфоткалась Щербакова. Вы не подумайте, я в кадр не влезал, это все, она такая наглая. Да, жаль, на видео 18+ прилетело. В теории это должен был быть очередной миллионник на моем немиллионном канале. Но модераторы площадки решили иначе. Вот список нарушений за первые 3 минуты. Грустно, печально, фатально. Хорошо, что на Рутубе такой фигни нет и никогда не будет. Переходите, смотрите, там вышло видео по фильму «5 невест». Там же выложил фатальный хал под названием «Учитель, что вы здесь делаете?». Жду от вас безумной активности. Ссылка в описании. А теперь пора переродиться в дядю. Однажды некий Такафуми Такаока перешел пешеходный переход, зашел в больницу, пришел в палату, а там, представляете, дядя в добром здравии и прекрасном самочувствии. И это спустя 17 лет после того, как Пятиглазый, будучи 17-летним подростком, попал под грузовик. Правда, от того, что родственник вышел из комы, никому из прочих родственников ни горячо, ни холодно, и все из-за разыгравшейся, уснувшегося шизы. На каком-то выдуманном языке разговаривает, рэп читает, бредит странными мыслями о другом параллельном мире. Короче говоря, племянник принес заявление на подпись, чтобы не платить лишней копейки за то есть, простите, Такаока пришел проверить своего любимого дядю. Потому что, понимаете, магия на самом деле работает. Нужно было всего-то прочитать заклинание на местном языке. Показываю магию, смотрите, я колдую, да, так вы не... У меня руки нет, ладно, магия. Жесть. Наколдовал. К счастью, не со всеми колдунствами так работает, и, например, стереть негативные воспоминания можно и классическими шизичными словосочетаниями. Причина подобного поступка — внезапная новость о том, что легендарную Sega вытеснили с консольного рынка. Ладно. Куда важнее, что через неделю уже случилась выписка из палаты, и Пятиглазые начали новую смешную жизнь в однокомнатных апартаментах Такафуми. Занимаются теперь блогингом, гномингом, ютубингом и прочими мемами. Собирают лайки, дизлайки, комментарии и вообще прекрасно себя чувствуют. Я то, что хочу, поэтому напишите побольше лайков, пожалуйста. А герои пока поговорят о всем хорошем, о будущем, о прошлом, и в частности том, чем дядя занимался в том другом мире. Если коротко, пытался кого-нибудь спасти, но никого спасать не нужно было. Одним словом, кринжанул. Но не стоит печалиться, была все-таки одна положительная эльфийка, которая даже не отрицательно отнеслась к Пятиглазому, невзирая на его сомнительную наружность. Извините, простите, печалиться еще как стоит. Дядя не выкупил, что Цундера — это такой анимешный психотип, и потому не понял подката. Обидно. Из важного — полет за успешно выкупленным на аукционе никому не нужным кнопочным телефоном. Из еще более важного, дядя сделал той самой эльфийке предложение с кольцом. Ладно, отмена. Вру. На самом деле, позже кольцо было успешно продано за много денег. Да, опять и снова кринжанул. К слову, если вы, как и Такаока, подумали, мол, в этом мире кольцо можно тоже сдать, не можно. Дядя уже пытался, а в ломбарде паль не приняли. Зато я принимаю каждого подписчика таким, какой он есть, без всяких колец и денег. Цена вопроса — квартира в Москве. Между тем, дядя прикупил журнал с топом игр для своей любимой приставки. К сожалению, любимая игра оказалась лишь на 197-м месте. Но ничего, не стоит печалиться, ведь Горемычный заказал ту самую легендарную Сегу специально к дню рождения, который пусть еще не скоро, но подарок-то можно подарить, а вместе с тем можно и поиграть, и еще одну историю из другого мира рассказать. Значит, было дело, дядя попал в какую-то деревню, где его в очередной раз пытались было закидать камнями, да только не вышло. Потому пришлось выдать квест на деление легендарного дракона. Правда, был там один нюанс: ящерицу мог вычислить только легендарный ледяной меч, владелицей которого была некая Мейбл. Благо, это не важно. Потому что дядя молодец, пошел и выполнил все без побочных квестовых костылей. А потом еще, представляете, это же Мейбл в канун Нового года пришла к Пятиглазому желанием выведать секрет, как быть сильным, мощным и не бояться ничего. Ну а дядя так и ответил: никак. Ведь ни на какие уступки перед обществом идти не следует. Если нравится сидеть в одиночестве и играть в игры, значит так и нужно делать. Короче говоря, очередная потенциальная любовная линия в другом мире была загублена фатальной руиной. Очередное кринжанул. Из случайного Такафуми повстречал на улице подругу детства Сумику Фудзимию. И даже, представляете, пригласил в гости, только беда. Сам Горемычный ушел, отправив сообщение об отсутствии замка на дверях. Жаль, не было предупреждения о наличии местного сумасшедшего, входящего в квартиру через балкон. Но ничего никому не нужно, никакую память стирать, волноваться не стоит. Еще одна Пятиглазая, всего лишь знакомая ГГ. Что касательно чаепития и обсуждения насущных проблем, так ГГ даже не тяготит дядя на шее, потому что родственник мало того, что колдун из другого мира, так он еще и успешный популярный ютубер. Доказательств не будет, показ ультимативных навыков стоит денег. То есть, простите, извините, прочитать мысли Фудзимии все-таки можно. Там, чтобы вы знали, непрямые косвенные доказательства влюбленности Пятиглазой в Пятиглазого. Не в того, который старше, а того, который младше, который, ну, друг детства. В общем, подруга детства будет унижаться ради внимания ненаглядного. Никогда такого не было, и вот опять. Из важного, дядя смотрел Евангелион и ничего не понял. Из еще более важного, доставка тонны риса.
Спасибо! И снова клиффхенгер с той вот той самой, представляете, эльфийкой. Но чтобы понять, как все к этому пришло, нужно оформить флешбэк. Значит, пока родственники ждали Фудзимию в гости, дяде на почту пришло важное сообщение об отключении монетизации для канала с 0 подписчиков. Но не стоит печалиться, нужно было всего-то поплакаться в комментариях, что без подписок не хватает на булку хлеба, и все. Лайки поставились, монеты прибавились, прямо как у меня после вашего перехода на Рутуб. Спасибо за ваши активные, уважаемые действия. Можно еще одну историю из другого мира рассказать. Значит, было дело, дядя сломал в каком-то городе важный магический барьер, защищавший местных жителей от всяких там титанов и гигантов за стеной. Ну и понимаете, пришлось эльфийке отправляться в бой, чтобы спасти бедолаг. Благо, купол уже восстановился. Да, вот так нужно было всего-то поговорить с духовными духами о необходимости починить поломку. О том, что сам же Пятиглазый все сломал, никто, конечно, никому не сказал. А взамен Цундера попросила всего-то совместно ужин. Но дядя так и смекнул, нужно уезжать куда подальше, пока шантаж не прогрессировал. Короче говоря, романтики не случилось, но то есть кринжанул. Что-то наконец-то пришедший в гости Фудзимии, и так дядя попытался было предложить Горемычне совместное пребывание, чтобы, так сказать, как-то повлиять на развитие романтической комедии, но как-то не получилось, не сработало. Горемычный ушел в магазин. А дядя, получается, ушел плакать в соседнюю комнату из-за полученного в свою сторону негатива по части отсутствия понимания амбивалентности человеческих отношений. К счастью, тут же из-за двери появилась тетя Аю. И вот, но она-то точно знает, как и что и почему молодой неопытный Пятиглазый посоветовать. К несчастью, вернулся Такаока и, представляете, сразу же узнал дядю. Ну, в смысле, если не поняли, старый тупо воспользовался магией перевоплощения. Как видите, очков убедительности ему это не прибавило. А значит, нужно пускать в ход радикальные методы. Пора воспользоваться проекцией воспоминаний, чтобы узнать, какая такая оказия в детстве Горемычных привела к тому, что Такафуми видит в подруге всего лишь подругу, а Сумика безответно влюблена. Как можно наглядно увидеть, все просто. Горемычная в детстве выглядела как оказия, а еще Гагай думал, что его друг мужского пола. Короче, если дядя сейчас женского, почему до сих пор на канале нет нового мощного видео в костюме горничной? Ладно. И не будет. Пока достаточно геймплея в какую-то игру без геймплея. Зато просмотров много, и лайков тоже, и комментарии положительные. Жаль, только дядя отрицательный обиделся, расстроился, кринжанул. Тем временем продолжается просмотр школьных воспоминаний Горемычных. Чтобы вы знали, ничего примечательного там нет. Куда важнее то, что у ГГ недавно прошел день рождения, на котором он получил от дяди в подарок несколько тысяч денег. Финансы успешно потратились на кофейное оборудование. Жаль, только внезапный подарок от Фудзимии не был оценен. Само фото я вам не покажу, там ничего не было, и такое лучше на телефоне не хранить, а как можно скорее удалить. Зато представляете, в магазине скидка на зерно, нужно спешить, пока все не раскупили. А дядя пока проведет очередную лекцию о человеческих взаимоотношениях, о том, что нужно искать более-менее рабочий подход, способный пробудить чувственные чувства у племянника. К сожалению, между делом, между слов случился случайно пролитый кофе. Пришлось использовать заморозку, разморозку, и лучше все-таки принять душ после такого. Сам старый улетит на пару часов, чтобы лишний раз не смущать молодую. Одежда уже готова на выходе из ванной. И вот прямо там же, на входе, представляете, уже объявился Такаока, и наконец-то случилась романтическая линия. Правда, Пятиглазый настолько засмущался, загрустил и приуныл, что в срочном порядке выставил сигнал бедствия на балконе, чтобы дядя прилетел и стер память. Ведь негоже хранить такие похабные воспоминания у себя в голове. Но ладно, не печальтесь, Сумика чуть не случившийся кринж остановила, вроде, да? Так и было. Таймскип, и вот уже у самой Фудзимии день рождения, теперь ей тоже можно колу с сахаром. А значит, самое время для следующей еще очередной поучительной истории о том, как сам дядя впервые попробовал колу в другом мире. Процесс не главное, главное то, чем все кончилось. Ничем, потому что очередная потенциальная романтика с эльфийкой дошла до комнаты и все. Все сказанные по пути до гостиницы дифирамбы не имели любовный окрас, так что до свидания. Ну типа поняли, нет, дядя в очередной раз не понял, что сделал и романтику не выкупил, и понимаете, кринжанул. Да, простите, не виноват, это авторы тайтла эксплуатирует одну и ту же шутку в каждом скетче. Из важного колу дяде лучше не давать, а то его потом тянет на ночные полеты вместе с племянниками. Осуждаю. Между тем, давно не было истории, поэтому пора вернуться к духоте. Значит, было дело, дядю чуть не поделили прямо посреди леса. Нападавшим была Мейбл. Но все, как понимаете, обошлось, отбиться получилось, а там и до перемещения ледяной шизики в гостиницу недалеко. А в этот раз действие смогло миновать дверь и попасть прямо в комнату. Более того, на кровать. А проснувшись, случилась причина, следствие, история о том, почему чуть не приключилось деление. Вот такое дело. Беда, трагедия. В деревне из-за исчезновения угрозы с драконом ледяную заставили работать, а виноват в этом сами знаете кто. Но было и было, ладно и ладно, лучше обратить внимание на подаренное легендарное кольцо. Ну и все, лед растаял, романтика, любовь. Нет, я, конечно, извиняюсь, но тут вам опять придется смеяться. Потому что дядя кринжанул и предложил продать побрякушку, за что справедливо должен был получить по голове, но, к несчастью, успел наколдовать какие-то цепи. К счастью, как раз в этой же гостинице жила эльфийка. Ну и вот она увидела кольцо, увидела представшую картину и сделала правильный выбор. По итогу кринжовника заморозили,
заморозили, а сами дамы поговорили по душам. Если коротко, бедная, несчастная, подозреваю, что не выкупающий за романтику Шиз прибыл из другого мира прямо так же, как основатель ее ледяного клана, которого призвали в этот мир много лет назад, и божество даровало иссякаемому ему бесплатное желание, которым был чудо-меч, режущий все и вся, и все. Продолжение истории не будет, скип случился благодаря знаниям эльфийки, зато будут слезы, сопли, и слюни, и слезы, потому что единственное, что умеет, чему научилась Мейбл за все свои годы, пафосно, красиво рассказывать одну единственную историю, и это, чтобы вы знали, тоже должно быть смешно. Смейтесь. Однажды Диоген посмотрел в зеркало. Что до дяди, так он, оказывается, тоже беседовал с божеством после своего иссякая. Правда, интерфейс оказался на другом азиатском языке, а потому никто ничего не понял, и вместо чего-то полезного желания было случайно потрачено на знание местного лексикона. Кринж. Ладно. Извините. Не прям чтоб совсем да, ведь именно из-за этого чудного умения, после того, как попал за решетку, дядя смог вполне себе обыденно разговаривать даже с духами. А чего получил световой меч, и вот после уговорил сильные силы восстановить купол и вообще все остальное, что случалось. То есть случился так называемый твист. А потом дядя всю ночь резался с животными, которых сам же на свою беду и выпустил, а потом спас эльфийку, о чем вы уже знаете, а она, ну вы поняли, Сундера, а потом продолжение вот той истории с заморозкой, когда, проснувшись, Тара обнаружил лежащих на себе женщин, они так, понимаете, грелись. Ну а дальше было еще много кринжа, повторение всего пройденного материала, развитие соперничества между двумя одинаковыми героинями и расход по разным направлениям. Мейбл спать, эльфийка выкупать свое кольцо, а дядя в какое-то очередное подземелье. Но это уже совсем другая история. А пока пора поесть лапшу. Заплатить обещал дядя, пришлось в Фудзимии. Случилось очередной, вы поняли? Непонятно. Ничего, никому. Почему он это делает каждый божий раз? Смотрите, у меня усы растут. Жесть. Все, старый уже. Что касательно других, очень интересных историй, так была одна группа авантюристов, которые чуть было не поделили дядю за то, что он сильно походил на гоблина. Задания по истреблению коих получили искатели приключений. Благо тогда все обошлось, гора на зелень свалилась и все. Жаль, награда за выполненное задание не случилась, потому что пришлось стереть всей группе память. Ну, понимаете, опасно было оставлять свидетеля в виде какой-то бедолаги, заметившей, как дядя восстановил барьер над городом при помощи духов. А позже, представляете, случилась еще одна встреча с этими же неудачниками. Только теперь задача состояла в том, чтобы победить какого-то гигантского ежа. К счастью, с живностью получилось поговорить. К несчастью, колючий единственное, чего хотел, это всех людей поделить. Так что пришлось сжечь целое поле. Но сейчас не об этом. Сумика, представляете, забыла свой телефон. А значит, нужно скорее к ней лететь, а то ну как же она без звонилки. Плюс заодно на всякий случай можно попросить духов на время выдать племяннику весь пул имеющихся способностей, а то мало ли что там за клон пристает горемычный. Ну ладно, не волнуйтесь, кринжем оказался младший брат Фудзимии Тиаки. Или Таки. Сейчас посмотрю, секунду. Реально Тиаки, ё-моё. Потому пока дядя будет пытаться объяснить молодому, что такое Сега, горемычный благополучно отлучаться на диалог по душам. А там можно и детство в очередной раз вспомнить, романтическую линию продолжить, правда пока что мелкими шагами и максимум покрасневшими щеками. Ну же, понимаете, хоть какой-то прогресс. Даже больше Такафуми настолько возмущал с полученной силы, что даже попросил у по случайности заглянувшей в аудиторию подруги номера телефонов всех других друзей подруги, которые потенциально соперники в борьбе за руку и сердце. Подругу, если кому-то не плевать, зовут Савая. Зачем вам эта информация? Не знаю. Пора возвращаться к пересказу продолжению истории из другого мира. Значит, вот среди тех самых авантюристов как раз была какая-то Алисия, представившаяся героическим именем. То есть, если не поняли, хвалу за деление гоблинов выдали бедняги, но в этот раз, ладно, память уже никто никому стирать не стал. Старый пошел с молодыми в какое-то подземелье, чтобы помочь слабости чисто на опыте. Ну и открыл тайный ход с нулевой секунды, а потом стер ребяткам память, а потом провел их по всему данжу от начала и до конца, а потом опять хотел стереть память, что было так, будто чела сами все осилили, но тут вдруг, представляете, Алисия сказала, мол, хочет сохранить эти мощные воспоминания навсегда. Да. Смейтесь. Но не подумайте, у этой истории есть еще дальше продолжение с тем, как дядя решил выяснить, от чего слабым выдали мощный геройский титул. И выяснил. Оказалось, чинуши пускают всяких там приключенцев в расход, тем самым разжигая смутное настроение в обществе. Одним словом, государство. Другими словами, вы поняли, знаете, все это плохо, а раз плохо, то гниль нужно обязательно наказать, наругать и отчитать. Чтобы было смешно, дядя превратился в непобедимую немышечную массу, которую невозможно победить ни в одном споре. И дальше было хлоп,
Хлоп, хлоп, и все. Разговор короткий, разговор окончен. Только, чтобы вы знали, все козни и пакости чинуши устраивали не от простой жизни. Там, видите ли, в их мире началась сущая сюжетная резня. То одного легендарного дракона кто-то победил, то другого, отчего всякая мелкая нищесть начала кошмарить простых работяг. А виноват, сами знаете, дядя. Но тут вдруг бим-бом-бомбац, и в зал врывается Мейбл. Только вот как увидела дядю, вся же тут растаяла, а после была резня. Правда, бились между собой две ледяные копии, а сами пенсионеры сидели и смотрели в стороне, обсуждая, как ледяную угорать попасть в ряды рыцарей. Очень просто. Было дело, поделила пару дозорных в честь этого, и место нагретое получила, и жалование подобающее. В обязанностях ничего не делать. И, представляете, дядя тоже может получить такую должность. Нужно всего лишь проиграть бой понарошку и извиниться перед всеми. Тогда Мейбл повысит, а на ее место сможет претендовать Пятиглазый. Не сможет. Потому что даже не настоящие дуэли проигрывать никак нельзя. Жаль, диалог прервали, двойную шпионку раскусили, и случилась настоящая нарезка. Простите, то есть все это уже было не по-настоящему, и на самом деле беднягой управлял Святоша, починив ее разум какой-то модной магией. А потом, конечно, извиняюсь, хэппи-энд. Командир рыцарей понял, что был плохим, что был неправ, и стал хорошим, стал прав. Больше с гнилыми Святошами не сотрудничает, а если нужно, раз дядя сам на то согласен, достаточно будет, случись беда, выкрикнуть имя Пятиглазого, и он тут же явится помочь. На том пора прощаться, в огненного дракона превращаться и улетать во свояси. До свидания. Из важного, Мейбл уволилась с рыцарского поста. Из еще более важного, нельзя высокомерно относиться к духам и пытаться рыповать сокращенными заклинаниями. За такое можно и в рептилию превратиться. Но дядя и с этим обязательно разберется. Наверное. Ладно, рассказываю. Пока родственники бегали динозаврами по комнате, Старый вспомнил еще одну историю, а точнее продолжение предыдущей. Значит, дело было так, что дядя чуть не остался в драконьей форме навсегда, потому что им завладел разум чешуйчатого. К счастью, как раз спустя месяц прибыла эльфийка, чтобы всю магию чара расколдовать, на коленях дать полежать и заодно вступить в словесную резню с каким-то торговцем, занявшим бедолаге денег для выкупа кольца. Теперь же долг пора возвращать, и если не финансово, то залогом, в качестве коего эльфийка поставила саму себя. Благо, никаких осуждаемых действий не случилось, потому что магию можно просто развеять и в знак извинения выдать Сидоровичу одно из легендарных колец. Конечно, Цундера от такого настолько разозлила, что аж земля под ногами поломалась, но ничего. Все обошлось и даже лучше. После купания в болоте невозлюбленные отправились на горячие источники. Ну типа поняли, нет, они на горячие, в то время как в квартире у героев холодные. Ну, не поняли? Я же скипнул то, как отсутствующий кондиционер вынудил дядю попросить морозных духов о помощи, и все прошло не совсем по плану. Ладно. Неважно. Вон, лучше поглядите, сова и волнуясь за подругу, пришла выручить ее из беды. Жаль, только спасать никого ни от чего не нужно. Все, как говорится, люди свои, и тут до этой подруги тоже стало ясно, кто в кого влюблен, какие чувства, куда романтики и как любовь. Чтобы удостовериться, даже пришлось показать фотокарточки в купальниках. А раз так, дяде тоже есть что показать. Целая видеокарточка из детства. Стойте, простите, извините, отмена. Фу, нельзя такой подруге с братом показывать. Знать такое воспрещается, но и память стирать не стоит. Пожалуйста, не надо, Фудзимия просит, не стирайте, умоляю. И тут дядя вспомнил. Ну точно, был в другом мире один исторический эпизод, где тоже просили не стирать воспоминания, а было это как раз на горячих источниках. Значит, дело следующее. Прибыли эльфийка со Старым в купальне, а там, представляете, вывеска на японском. Получается, оказывается, были другие секайнутые. И вот один из них пожелал себе мощную силу, способность управлять материей. Состроил баньку за 10 дней и закончился. Откис во всех смыслах. Ну а потом был скип до того, как дядя купался, и что важнее, заселение в гостевой дом. Так удачно вышло, что номер свободный оказался всего один. Но не волнуйтесь, ничего не было. Кринж все равно ушел спать в отдельную кладовку. Ладно, вру, был массажнок. К счастью, его продолжение прерывали подслушивающие за дверью Алисия с друзьями. Зачем они пришли? Неважно, что было дальше. Не имеет значения. И весь прочий романтический комедийный кринж забудьте. Я все скипнул. Пожалуйста. Что до сюжета, ребятки забрались так далеко в горы исключительно ради тренировок. Вон даже в воспоминаниях есть запись боя. И представляете, где-то на фоне сушится полотенце. Сушилка импровизированная из каких-то ножен. Наверное, хороших, раз эльфийка тут же взорвалась и побежала за ними. И тут же, сейчас же случился вот этот клиффхенгер с обезьяной. Но, честно говоря, кому не плевать, как там удалось, не удалось спасти горячие источники. Ну да, дядя не смог использовать магию за каких-то чудных вгоняющих духов в уныние птиц, но все равно с талисманами одну пернатую удалось победить, а вторую подбила эльфийка из новомодного снайперского меча, трансформировавшегося благодаря новым ножнам. Ну да, все чуть не сгорело до конца из-за гипноза, который случайно подхватили бедолаги, но все равно у Алисии как-то получилось воспользоваться колдунствами того самого посоха, чтобы и друзей спасти, и самой их навыки для деления приобрести. Разрушенные стены — это так, мелочи. Можно на первое время поставить барьер.
Да и все. Ну, разве что стена между мужской и женской половиной купалин тоже сломалась, и потому дядя случайно заметил то, чего нельзя, не нужно было. Благо, память успешно стерлась. Не благо, оказалось, что собеседники примерно одного возраста. Вот только Алисия не помнит ничего, что было до 9 лет, а знает лишь, как ее от гоблинов спасли какие-то стражники. Вот почему-то она и дорожит всякими положительными и не очень воспоминаниями. И тут, представляете, драма, лирика, трагедия. Старому пришлось рассказать и извиниться за то, что было дело, он уже применял удаление памяти. Но ничего, было и было, то ли еще будет. Придется рассказать, что именно стерлось. И вот тогда, оказывается, не героиня с друзьями, а Пятиглазый лично решил проблемы с гоблинами и подземельем. И титул, получается, он заслужил, и почести, и похвалу, и вообще, это же он восстановил барьер над городом. И тут, понимаете, пришлось признаться. Он же его и разрушил в надежде, что сможет таким образом пробить брешь между мирами и вернуться домой в Японию. Не смог. А нет, простите, получается, смог, но это какая-то другая история. Что до завершения не другой, так пришлось договориться больше не стирать память о друг друге. В честь чего дядя даже подумал о необходимости вспомнить что-то важное, что забыл буквально недавно. Но тут откуда ни возьмись полетели снаряды из снайперского меча, пришлось одним словом бежать. Из очередных историй заказ на какую-то поющую лесную колдунью, оказалось ей Мейбл, но делить ее не нужно, так и быть, это место она покинет, раз дяде пришел такого рода вычислительный заказ. А дальше опять диалог с предложением продать кольцо, нежелание его продать, предложение пойти работать вокалисткой, отклонение предложения от нежелания петь на людях и, наконец, песня не на людях для старого, который, по мнению Ледяной, очень грустный и одинокий. А чтоб было не грустно, не одиноко, вот даже вместе получилось разучить песню из родного мира Пятиглазого. Правда, пока пенсионер спокойно себе спал, чуть не случилось нападение со стороны гнилой стражи. Но чуть не считается, не случилось, зато аккурат после чудесного спасения случилось чудо. Дядя под конец сезона обзавелся именем, сказав эльфийке, как его зовут по-настоящему. Йоске. У эльфийки имя было очень длинное, но хорошо, что получилось сократить до Суи, что означает зеленый янтарный цвет, прямо как глазы Цундеры. Короче говоря, вот ее реакция на это. Ясно. Если смешно, смейтесь. Из не смешного, прямо по курсу какое-то легендарное подземелье, пройти которое под силу только легендарной легенде. Естественно, призванный из другого мира вполне себе подходит на эту роль. Правда, это было только одно из 3 легендарных святилищ. А, ну да, точно. Другие 2 уже были поломаны, порушены по чистой случайности. Жаль, с этим произошла оказия. Местная сила подчинила разум дядю. Не, что ж делать, как же так? Неужели он поделит своих цундер? Ладно, не волнуйтесь. Вон Алисия с друзьями пришлепали случайно, приведя Йоски в состояние стояния. Вот только ради противостояния контролю сознания героине пришлось воспользоваться единением разума, а там, чтобы вы думали... Сега. И тут все очнулись, проснулись, улыбнулись, а дядя даже смог пересилить все вот эти мемы и схемы, потому что в глубине него проснулся защитник старческих приколов. Ну и заодно, чтобы до развязки было недалеко, случилось использование пузырька с запечатанным драконом. Идея простая, понятная, банальная. Огненная тварь пожрет непонятно какую тварь, а после наевшегося можно будет разделить. Да. А вот и нет, все, конец. Серию этого треклятого сериала опять и снова перенесли. То у них корона, то Новый год. Я, честно говоря, уже устал ждать, пока выйдет этот смешной тайтл, поэтому да, извините за такие приколы, но 13-я серия выйдет на Рутубе сразу, как она появится в общем доступе. Простите. Да ничего, Олег, мы все понимаем, не переживай. Мы же знаем, что дата релиза финального эпизода поменялась на Шикиморе сразу, как ты сел за написание сценария. Блин, спасибо, ребята. Вы такие понимающие. Может, еще перейдете на Рутуб посмотреть 2 новых видео по «Зачем вы здесь учители 5 невестам?» Блин, да, мы очень хотим. Спасибо!